Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня мы будем с вами возвращать наш 2007 год. И поэтому я буду рассказывать про зеркальный фотоаппарат Olympus E510. Если вы постоянный зритель моего канала, думаю, могли заметить мою любовь к системе Micro 4 третьих. Мне действительно очень нравится. Прекрасная система фотоаппаратов. Матрица, конечно, может быть и не велика, но для моих нужд в большинстве ситуаций мне ее вполне себе хватает. И несмотря на круг-фактор 2, это очень классная система со своей особенной философией, которая мне очень-очень нравится. Но она, естественно, появилась не на пустом месте. Ее появлению предшествовали годы исканий, каких-то экспериментов. Как раз-таки в еще зеркальную эру, когда формат этих фотоаппаратов назывался не Micro 4 третьих, а просто 4 третьих. И первым фотоаппаратом Olympus формата 4 третьих стал в 2003 году E1. Байонет и его спецификации Olympus разрабатывали совместно с Kodak. Ну, собственно, в камере и стоит кодековская матрица CCD на 5 мегапикселов. Тогда, в начале нулевых, уже стартовал активнейший переход от пленочной фотографии к цифровой, и эта камера достаточно крутая была для тех лет. И что немаловажно, Olympus с Kodak, когда создавали новую зеркальную систему со сменной оптикой, они не опирались ни на какие старые какие-то пленочные наработки, по сути. Потому что большинство производителей, они все-таки ринулись сразу же производить камеры с форматом матриц APS-C, ну а чуть позднее, там уже в середине нулевых, к концу нулевых, практически каждый уже производил достаточно популярные так называемые full-фреймы, которые основывались на размере пленки 35 мм, ну по сути на малоформатном размере. Да и у большинства производителей байонеты использовались те же самые, что и они юзали в 80-е годы. Тот же K-байонет у Pentax, EF у Canon, A-байонет минолтовский у Sony, но формат же 4 третьих вообще не основывался ни на чем из старых каких-то стандартов, и поэтому он имел некоторые преимущества по сравнению с этими фотоаппаратами от других производителей. Например, у него был относительно небольшой рабочий отрезок, круг-фактор был равен 2, и поэтому, например, лучи света, проходящие через оптику на матрицу, имели большую телецентричность, что позволяло гораздо лучше справляться с теми же хроматическими операциями какими-нибудь, с винитированием и прочими какими-то искажениями. Ну а также эти решения позволяли сделать камеры гораздо более компактными, чем у конкурентов, и они становились, естественно, меньше по размерам, меньше по весу. Это тоже, в общем-то, довольно значительное преимущество. Но при этом и за мегапикселями сильно не гнались, потому что те же 5 мегапикселов у E1, их было достаточно для того, чтобы напечатать в очень хорошем качестве фотографию, там 10 на 15 как минимум себе на память, можно и 20 на 30 вполне себе сносного вида напечатать. И опять же, качество этих фотографий было вполне достаточно для того, чтобы вставить какую-нибудь журнальную статью и так далее. То есть это было вполне нормально. 5 мегапикселов для начала нулевых просто отличные показатели. К сожалению, к концу нулевых Kodak не справился с ускоряющимся ростом прогресса, цифровизации и прочего. По большому счету я просто красиво так называю это. На самом деле они жестко обосрались с управлением и диверсификацией, потому что остальные начали развивать параллельно еще какие-то направления цифрового, а Kodak все-таки сконцентрирован был сильно-сильно на фотографии и в основном все-таки еще как-то цеплялся за пленочную фотографию. И в итоге они все-таки не вывезли. И вот в этот грустный период, когда гигант Kodak бился уже в предсмертной агонии, их пути с Olympus разошлись. Ну и примерно в это время, в середине нулевых, к формату 4 третьих присоединился еще и Panasonic. И вот тут как раз произошел переход от несовершенной CCD-технологии, которую использовал Kodak, на более совершенную LiveMOS технологию матриц, которые делали Panasonic. И переход на LiveMOS очень важен, потому что это как раз-таки поспособствовало появлению Live View в дальнейшем и дальнейшему, в принципе, вектору развития фотоаппаратов, появлению беззеркалок наконец-таки. Но мы про это поговорим позже, когда я доберусь до Panasonic G1, а он у меня есть, и обзор на него тоже готовится. Я, конечно же, не хочу ничуть умалять достоинства CCD и матриц. У меня большое количество камер было с CCD сенсорами, я прям от них кайфовал, мне очень нравятся их теплые, ламповые цвета, то есть с этим вообще все в полном порядке. Но все-таки технология очень слабо
слабо развивалась с точки зрения именно повышения ISO и так далее. Плюс технология достаточно дорогая была в производстве и более сложная, и поэтому большая часть производителей крупных, такие, например, как Sony, они все перешли уже на сразу же CMOS, потому что, во-первых, это было проще и дешевле в производстве. И вспоминая ту же Sony, у них как раз в этот момент, когда они от CCD матриц отказались и перешли на CMOS, произошел довольно сильный такой провал по качеству цветов. Не сразу, но, наверное, лет 5-7 у них были камеры, ну, прям с отвратительным балансом белого, с отвратительными цветами, с перекосами какими-то в синеву, в общем, вообще просто было кошмарно. Ну, возможно, они технологически сделали крутые прокачанные матрицы, с этим никто не спорит, но большинство других производителей с их матрицами как раз-таки на программном уровне справлялись гораздо лучше, чем сами же и Sony. Но Panasonic же пошли своим путем, они разработали LiveMOS технологию, которая сочетала в себе положительные качества и CMOS, и CCD. То есть брали все лучшее от двух типов матриц и соединяли в одном. К тому же, как я уже сказал, технология отлично позволяла реализовать Live View, а это уже является достаточно важной вехой в развитии фототехнологий. И вот тут как раз после заключения союза Panasonic и Olympus появляется наш сегодняшний герой E510 в 2007 году. Это, конечно, с одной стороны, в общем-то, типичный образец любительской зеркалки для начинающих вот тех лет. Пластиковый компактный корпус и прочие вот эти вот все атрибуты. Но при этом у камеры уже проглядывает характер, некоторые какие-то черты, которые в дальнейшем станут решающими для того же Olympus. Например, стабилизатор на матрице, который в то время ставился далеко не всеми и далеко не был совершенен. К примеру, та же Sony использовала стабилизатор на матрицах в своих камерах, называя его Steady Shot. Но по сути это была еще достаточно примитивная технология из начала нулевых, которую использовала Minolta до этого, ну там с какими-то небольшими апгрейдами. Примерно в это же время начали устанавливать стабилизаторы на матрицы в свои фотоаппараты и Pentax. Отсталые же Canon и Nikon, они были сосредоточены больше на каких-то других вещах, и стабилизатором на матрице вообще не старались не заниматься, им было это неинтересно, они на свои камеры это не ставили, они только буквально там пару-тройку лет назад научились наконец делать нормальные стабилизированные матрицы, и в общем с этим они справились тоже хорошо, с этим я не спорю, но все же с этим довольно долго тянули. И их пользователи, если им нужна была все-таки стабилизация какая-то, были вынуждены покупать дорогущие объективы, в которых именно в объективах были оптические стабилизаторы. Дорогущими объективы, естественно, становились, потому что было их сложнее сделать, их конструкция была более сложная из-за того, что нужно было все-таки линзы делать, которые будут подвижные, которые будут стабилизировать тряску. Это все усложняло, удорожало и так далее. Это, короче, было тупиковое развитие. На самом деле матрица стабилизированная – это все-таки будущее, как и показывает практика, потому что сейчас все производители все-таки стараются использовать стаб именно на матрице, а не в объективах. Ну, иногда комбинируют два типа стабилизации. Ну да ладно, пора уже переходить от теоретической части к более практической и рассказать про то, как камера все-таки управляется и какие у нее есть эргономистические особенности. Корпус тут, конечно же, сделан из пластика, ну прям очень хорошего, такого прям крепенького пластика, ничего нигде не хрустит, естественно. Резинки, кстати говоря, на удивление, нигде не отошли, хотя камера просто такие древнейшая. И при этом пластик такой достаточно неплохую текстуру имеет, шершавенький, на ощупь довольно приятный. Пластик прям реально сильно выше по качеству, чем у начальных фотоаппаратов какого-нибудь Canon или Nikon. Да и органов управления тут довольно много, чуть побольше, чем у среднестатистического такого любительского фотоаппарата в те времена бывало. Хват, конечно, немного куцый, то есть не очень глубокий и такой, скорее, широкий. Не знаю, мне было не так уж удобно держать камеру в руках, но я не могу сказать, что я прям сильно страдал, пока я ее пользовался. Единственное, что зимой, когда я ее использовал, я надевал перчатки, и в перчатках было немного тяжеловато ее держать, потому что здесь слишком мало места, камера все-таки относительно маленькая, пальцы немного зажимало. Если мы будем смотреть спереди на камеру, то здесь, в общем-то, только кнопка фиксации. Также на рукоятке имеется оконце для того, чтобы инфракрасным пультом управлять. Снизу маленький логотипчик 4/3, сверху название камеры с таким немного дебильным шрифтом. И также указание на то, что здесь установлен стабилизатор. Рычажок включения расположен тут в довольно странном месте.
Зато, с другой стороны, случайно он в сумке не нажмется. Ну, этот звук сейчас был, матрица стряхивала пыль, здесь автоматически это происходит. Где-то там, по-моему, можно отключить, но мне по барабану. Над рычагом находится колесо выбора режимов съемки с огромным количеством авторежимов для самых маленьких. Фиксатора у этого колеса нет, но сбить его случайно вряд ли получится. Оно достаточно тугое, прям даже тяжеловато его так менять настройку. Рядышком находится кнопка, отвечающая за экспокоррекцию. Ну и тут же крупная такая блестящая кнопка спуска с четко ощутимым полунажатием. Очень приятно, то есть прям действительно хорошо ощущается. Ну и в задней части верхней панели под большим пальцем располагается колесико для изменения параметров. Оно не скользкое, хоть и пластиковое, и имеет очень приятные щелчки. Дальше у нас горячий башмак, и есть еще вот тут кнопочка управления вспышкой. Она вот так выкидывается. Вспышечка автоматическая тут имеется. Она маленькая, ну такая не особо мощная, ну как в общем-то это обычно и бывает у встроенных вспышек. Горбик у камеры, как видите, не сильно большой, тут потому что не пентапризма установлена, а пентазеркало. Ну а рядом с кнопкой вызова вспышки находится здесь еще и кнопка, отвечающая за протяжку. Сзади слева вынесены все служебные кнопки, к которым, в общем-то, редко обращаешься, и они с самой съемкой в основном не связаны. Что, на мой взгляд, грамотно, а то многие производители влево любили вынести важные кнопки, такие как, например, вот производители это Nikon, Leica и Fujifilm, прям сильно этим грешили. Тут же у нас находится просмотр, удаление, меню и инфо. Но справа же все важнейшие кнопки как раз находятся. Под большим пальцем есть функциональная кнопка, на которую можно повесить какую-нибудь функцию, запрограммировав ее в предварительном меню. И рядом с ней кнопка выбора точки фокусировки. Точек тут всего 3, мне лично хватало одной в середине и простого перекадрирования, так что вообще без разницы, кнопку эту я особо не нажимал. Дальше, как обычно, AFL и AL. Выбор режима работы стабилизатора, тут их несколько в том числе, и просто его вообще отключить можно при желании. Есть здесь также кнопка, которая вызывает Live View, то есть можно нажать на нее, и у тебя будет Live View отображаться в камере. Ну, естественно, оно тормозное, глючное, стробящее. То есть я вот даже сейчас на экранчике вижу, как оно стробит при искусственном освещении. Но, тем не менее, вполне себе работающие. Это одна из первых камер, у которых, в общем-то, появилась Live View. У крестовины направления также отвечают за разные настройки. Вверх баланс белого, вниз ISO, вправо автофокуса режим, а влево это у нас замер экспозиции, какой будет тип его. Если же нажать кнопку ОК, то ты можешь управлять по отдельности всеми функциями через быстрое меню, которое здесь отображается на экранчике, что весьма удобно. Все всегда под рукой, ну и никакие тебе глубины меню лезть при этом не нужно. Прослеживается такая же тенденция, как и в современных камерах, уже на микро 4/3 у Olympus. Интерфейсный разъем тут всего лишь один, и тот проприетарный, чего я очень не люблю, но вот Olympus, к сожалению, грешили проприетарщиной в свое время, и с этим вот дурацким разъемом они до 2015 года примерно камеры выпускали. Под достаточно простецкой крышкой. Тут два слота для карт памяти скрываются. То есть она просто банально вот так открывается, пластиковая крышечка. И здесь у нас спрятан компакт-флеш, самый обыкновенный. И есть еще здесь опять же проприетарный стандарт, который Olympus в те времена использовал. Так называемый XD. Вот такая вот была карточка, не SD, не memory stick, а какой-то там дурацкий XD. От него, к счастью, Olympus все же достаточно скоро отказались. Перешли в итоге на обычный компакт-флеш и на SD-шки карты. Проприетарщиной такой грешила долго еще Сонька. Они свои эти дурацкие memory стики до недавнего времени во все камеры тоже пихали зачем-то. Но, к счастью, перестали недавно это делать, и слава богу. В батарейном отсеке тут припрятана довольно солидная, на самом деле, батарейка по размерам. Это у нас батарейка BLM-1. Очень такая живенькая, на 1500 мАч, и хватало ее достаточно надолго. Во многих камерах, кстати говоря, использовалась, не только в этой. Для Olympus тогда это была стандартная батарейка в зеркалках.
А сейчас, прежде чем перейдем к обсуждению картинок, хочу все-таки немного оговориться, потому что я немного отвык от зеркальных камер. У меня есть, конечно, зеркалки, я их использую, но гораздо реже, чем без зеркалки. И по понятным причинам, потому что, естественно, зеркалками не так удобно пользоваться. Беззеркалка позволяет тебе все же оценить экспозицию заранее, до снимка, тебе с этим немного попроще. Я просто, правда, расслабился, поэтому сразу говорю, некоторые снимки будут с сратой экспозицией, иногда бывают пересвечены, иногда будут темнее, чем нужно. Будьте к этому готовы. Просто когда буду примеры показывать, держите в голове, что я все-таки визировал по оптическому видоискателю и иногда ошибался в экспозиции. Но это уже издержки того, как я расслабился. Но бросаться в глаза мои косяки по экспозиции будут как раз-таки из-за того, что динамический диапазон у камеры не слишком велик, и информации в цветах, где она у меня, допустим, выбилась, мне уже было практически не вытянуть. Ну, конечно, информация там была, но не в таких объемах, как хотелось бы на каком-нибудь, допустим, полном кадре современном вытащить вы гораздо больше. Это вполне естественно и понятно. Ну, говорю это не к тому, что здесь вот кроп-фактор 2, там как-то пытаюсь оправдать, что динамический диапазон поменьше. Нет, в принципе, у камер с APS-C форматом сенсоров в те же времена у современников E510 динамический диапазон не был сильно лучше, вообще ни разу, то есть примерно на одном и том же уровне у них были эти характеристики, но те же Canon и Nikon, например, в это время, они чуть меньше шумели, когда ты повышал ISO, и у них чуть меньше деградировали при вытягивании светов и теней именно цвета. Здесь, да, здесь чуть меньше тянется картинка, с этим придется смириться, с этим придется жить. Да, это так, но именно динамический диапазон сам по себе, именно вот градации от самого темного до самого светлого, здесь примерно на том же уровне. Другое дело, что если ты сильно прям чрезмерно вытягивать начинаешь, у тебя все же шумы проявляться начинают, и цвета начинают несколько сильнее плыть. Но опять же, ISO не обязательно поднимать так уж часто на E510, потому что у него есть стабилизатор на матрице, вполне себе неплохой, можно оставаться в ISO 100 показателях и снимать в относительно темных каких-то помещениях, в относительно темное время на более длинных выдержках. Ну, опять же, помним, что длинная выдержка заставит тогда смазаться какие-то движущиеся объекты, это, в общем, тоже понятно, но для не динамических каких-то сцен, а вот вполне себе статичных, сценарий применения стабилизатора вполне нормальная вещь. Я же в основном камеру применял для съемки какой-то постсоветской разрухи у себя на районе, ну и для съемки более современного какого-то упадка в новостройках всяческих типа Мурина. Цвета камера генерирует достаточно приятные, может быть и не самые выдающиеся, не какие-то там расчудесные, но вполне адекватные. То есть у тебя нет никаких серьезных перекосов по балансу белого. Баланс белого в автоматическом режиме никаких глупостей прям серьезных в разных условиях освещения не допускает. Каких-то по насыщенности перекосов, опять же, в какой-либо цвет здесь нет. Например, как вот та же Sony, да, я говорил, что она грешит тем, что у нее синева была какая-то чрезмерная. Здесь такого нет. Здесь очень ровные, аккуратные получаются картинки, которые легко настроить под свои вкусы. Особенно хорошо этой камере даются какие-то все-таки минималистичные городские зарисовки, без каких-то особых экшн-сцен.
Пейзажи на эту камеру условно тоже можно, конечно, поснимать. 10 мегапикселей это все же по сегодняшним меркам кажется не очень-то большое разрешение, но объектив, который я использовал в кит вот этот 14-42 мм, он офигенно крутой, он очень резкий, у него нет хроматических аберраций, у него все прям круто исправлено. Китам современным даже, большинству у каких-либо камер, просто до него как до Луны. Это охрененное стекло, прям просто суперское. Так что, несмотря на то, что тут всего лишь 10 мегапикселей, с резкостью и детализацией тут полный порядок. Да к тому же объектив способен достаточно близко фокусироваться, поэтому и можно снять вполне себе сносное макро с тоже высокой резкостью, с детализацией. И даже если ты в упор что-то снимаешь, хоть это и микро с достаточно темной диафрагмой, все равно какая-никакая, а приятная бокешечка получается. Ну и несмотря на то, что у камеры всего лишь 3 точки фокусировки, а я юзал вообще всего лишь одну центральную, камера фокусируется быстро, точно, без каких-то фронт-фокусов, бэк-фокусов. У меня никогда вообще промахов не было. Вот ты прицелился, нажал, сфоткал, все, очень четко, без каких-то промахов или косяков, без каких-то жужжаний, раздумий, все прям молниеносно происходит, и это очень круто. Так что можно поснимать и внезапную какую-то стрит-фотографию. К тому же объектив имеет абсолютно бесшумную, шуструю фокусировку. Здесь моторчик никак не жужжит, себя не выдает. Да и звук затвора у камеры очень тихий и приятный. Он прям ласкает слух. Вот прям после каких-нибудь соневских камер ты берешь его и понимаешь, господи, вот как должен звучать-то затвор. Ну, у Pentax немного похоже звучит затвор. Две, наверное, самые приятные по звуку затвора системы, которые были в то время зеркальные, я имею в виду. Ну и глядя на снимки с людьми, в принципе, видно, что и скинтона довольно приятные. Опять же, не супер, конечно, но вполне себе на человеческую кожу это похоже. В общем, это очень неплохая любительская камера для тех лет. Да, в принципе, даже и сегодня можно вполне себе сносного качества снимки на нее получать. Мне было приятно ею пользоваться. Никаких серьезных трудностей или превозмогания я не испытывал. Просто идешь себе, гуляешь, все подряд щелкаешь и кайфуешь. Каких-то серьезных нареканий у меня к этой камере вообще нет. То есть она прям бодрая, веселая, маленькая, легкая камера. Идешь и получаешь удовольствие просто от нее. Да, хват, конечно, не самый удобный, мне было с ним немного дискомфортно ходить подолгу, но в остальном по эргономике здесь полный порядок. Сегодня я рассказал вам про достаточно обычную, такую casual камеру Olympus, как раз таки из нулевых. Зеркалочку, да, уже со стабом, уже даже Live View какой-то есть, но это все еще такая достаточно обычная зеркальная камера
из нулевых. Это было для общего развития, чтобы вы понимали примерно из чего выросла микро 4/3. Но в ближайшее время я постараюсь рассказать вам про более сложную, более интересную, пожалуй, по своим техническим решениям камеру. Это Olympus E330 Evolt. Ну, я надеюсь, вам было интересно посмотреть мой небольшой экскурс в историю, так что ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь в комментариях рассказами про то, какими камерами, какими первыми цифрозеркалками вы пользовались из той эпохи. В общем-то, интересно будет почитать. Может быть, я даже посмотрю, что в дальнейшем обозреть, если что-то такое мне там предложите. Ну а также не забудьте, что можете поддержать мой канал на Boosty. Ссылка на Boosty есть в описании. Всем хороших кадров. Пока!